Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня будем делать расклад на тему его лучшие, его самые худшие, самые тяжелые, возможно, даже неприятные мысли о вас. Все мы люди, у всех у нас бывают разные эмоции, разные впечатления о человеке, разные чувства. Вот сегодня и посмотрим, как он о вас думает. И, возможно, эти мысли будут связаны с его эмоциями. Использовать я буду, конечно же, будут связаны, безусловно. Использовать я буду колоду Таро Арт Нуво. Вы, пожалуйста, сосредоточьтесь на вашем мужчине, назовите его имя, представьте его, хорошенько визуализируйте. Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне донаты. Отдельная благодарность моим спонсорам. Благодарю всех за комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моего канала. Очень нежно вас люблю. Повторяю вам это каждый раз и буду говорить всегда. Итак, его лучшие, его худшие мысли о вас. И вообще, в принципе, что этот человек о вас сейчас думает. Давайте-ка смотреть дно колоды. Ну, дно колоды у нас сразу очень интересное вышло. Это аркан влюбленная. Здесь, конечно же, речь идет о любовных отношениях с очень сильными энергиями. Здесь присутствует любовь. С вашей стороны, с его, взаимное чувство, что очень важно, здесь явно присутствует у нас. И, конечно, для кого-то из вас, возможно, присутствует в отношениях вопрос выбора. Может быть, вы находитесь на выборе. Возможно, мужчина ваш определяется между вами кем-то или чем-то. Или же обстоятельства некие складываются в ваших отношениях, когда необходимо принимать какое-то решение, выбор делать некий. Но вообще, конечно, в первую очередь, и для всех абсолютно, это история любви. Давайте посмотрим, что за мужчина к нам пришел. А вот мужчина пришел закрытый, жадный. И жадность это может проявляться как в плане проявления эмоций. Возможно, мужчина не говорит вам тех слов, которые вам хотелось бы очень услышать. Давайте посмотрим с вами вместе на этот аркан. Здесь жадина, жадюга такой нарисован у нас на аркане. Мужчина держит 4 пентакля. Ну, вернее, он не 4 держит, на 2 пентакля наступает ногами. Один держит руками, прижимая к сердцу, а 4 у него на голове, посмотрите. И все это он держит у себя и никому не отдает. То есть этот мужчина сдерживает свои эмоции. Скорее всего, здесь мужчина не очень-то способен на проявление чувств, эмоций. Нежные слова может, конечно, говорить в конфетно-букетный период или же в периоды, когда на него находит вдохновение, но это что-то прям на него снизойти должно. Очень многие из этих мужчин могут проявлять себя как ревнивцы, а также собственники, а еще это люди могут быть очень прижимистые в материальном плане. То есть вряд ли от этого мужчины вы дождетесь собольих шуб и драгоценностей. Но это я уж утрирую, конечно. Здесь этот мужчина порой и цветочек лишний раз не подарит. Если у вас мужчина щедрый, ну что, значит, или не ваш расклад, или, может быть, он еще свою натуру вот такую по этому аркану когда-то проявит. Еще, конечно, здесь речь о том, что держит вас у сердца. Отношения с вами, они ему дороги, и он их держит у своего сердца, близко к сердцу. Еще, что за мужчина? Противоречивый характер, может быть несговорчивым, может быть упрямым очень, может быть спорщиком даже, отстаивать свою точку зрения. Или же, знаете, бывают такие упрямые люди, которые особо в спор не вступают, но если он же что-то себе вбил в голову, бесполезно это мнение его переделать, переубедить его в чем-то. Тяжелый характер у этого человека. Далеко не сахар. Он может показаться вам сахарным в сахарный период ваших отношений. На начальных этапах отношений, когда мужчине, конечно же, надо зарекомендовать себя, вам понравится, войти к вам в доверие. Дело в том, что мы же все так устроены, что на начальных этапах отношений мы стараемся проявить лучшие стороны своего характера, соответственно, можем не показывать вот такие стороны. Но потом никуда ты не денешься, все твои настоящие черты характера выйдут наружу. Вот здесь человек такой. Еще, кстати, он весьма конкурентоспособен, он может добиваться того, чего он хочет. Единственное, ему не хватает упорства,
по-настоящему, настоящего стопроцентного такого железного упорства, и у него бывает рассеянное внимание, он не умеет сконцентрироваться на одной цели. Если бы он цель выбирал в жизни, четко ставил цель, разрабатывал план действий и четко действовал, а так у него бывает его действия как лебедь, рак и щука. Может хвататься за одно, потом за второе, за третье и не доводить до конца дела. Если какие-то дела получается доводить до конца, то это, конечно, большая для него победа. И, в общем-то, такой человек, он может научиться ставить цели, но очень быстро и легко отвлекается. Еще мужчина, у которого есть душевная боль. О чем-то он печалится, о чем-то переживает, что-то его сейчас волнует, и какие-то проблемы в жизни у него есть. Да, проблемы, груз несет. Серьезный сейчас этот мужчина, обязательств много, обязанностей, возможно, проблем, которые нужно решать. Для кого-то из вас это может отыграться, что у мужчины, допустим, кредиты, долги, или же проблемы на работе, или, может быть, многодетный отец, и, ну, соответственно, это не проблема ни в коем случае, но приходится крутиться, как белка в колесе. Или же, еще знаете, как может быть здесь? Человек сам усложняет себе жизнь. Да, вот так. Еще давайте теперь посмотрим отношение к вам. А какое отношение в общих чертах у этого мужчины к вам? Ну, какое отношение? Тот же аркан влюбленный, который у нас вышел на дне колоды. Этот мужчина испытывает к вам искреннее чувство. Для многих из ваших мужчин, тех, которые пришли сегодня к нам на расклад, но они как собирательный образ у нас сегодня на этом раскладе, так и можно сказать, этот мужчина вас любит. Отношение к вам великолепное, замечательно, вы его любимая женщина. Аркан влюбленный. Более того, он считает вас парой. Он считает, что вы замечательно подходите друг к другу, и как будто вас небеса венчают. Венчаны небесами. Пара, благословленная небесами. Он считает, что вы встретились по велению судьбы, и вы его любимая женщина. Отношение к вам такое. Ну что ж, теперь давайте будем смотреть сами мысли. Тема нашего расклада – это его все-таки мысли о вас. И какими достоинствами вы обладаете с его точки зрения? Это будет первая хорошая мысль. Вы очень человек трезвомыслящий. У вас ясность ума есть. Это очень важно, кстати, для него, потому что ему порой ясности ума действительно реально не хватает. И вы как будто отсекаете лишнее, ненужное. У вас светлый, ясный, чистый ум и чистая душа. Вот это ваше достоинство очень важное. Вы искренний человек и человек, который говорит то, что он чувствует, и он вас это все очень ценит. Кроме этого, вы еще очень интеллектуальный человек. Очень многие из вас способны на принятие решений, возможно, даже неординарных для женщины, потому что женщины в основном действуют на эмоциях. Вы, конечно, тоже действуете часто на эмоциях, потому что все люди обязательно подвержены воздействию определенных эмоций. Но, тем не менее, вы умеете зерна от плевел отделять. Вы как-то вот лишнее все убираете в сторону и оставляете самое главное. Умеете выбирать в жизни, умеете вот эти зерна хорошие, да, выбирать по-настоящему и на них делать, так сказать, ставку, их сеять в своей жизни. Вы сеете прекрасное. Вот он считает так, это, конечно, ваш большой плюс. Очень большой плюс. Еще его хорошие мысли о вас. Что он думает хорошего о вас? Ох, какая вы сильная, какая вы яркая, какая вы привлекательная. Вы привлекательны и сексуально, и физически. Эмоционально тяга огромная к вам возникает не только у него. Он считает, что вы, в принципе, очень обаятельный человек. И, соответственно, к вам возникает влечение у людей вообще, и у него в частности. Обладаете очень сильной, яркой энергетикой. По сути, он считает, что вы такой человек, которому подвластно все. Смотрите, у мага, у него здесь, его окружают все стихии. Атрибуты, видите, какие здесь? Здесь по элементу каждая стихия. Пентакль, кубок, жезл, меч. Все в его руках. Еще и над головой знак бесконечности. Еще и красная мантия на маге. Вот такая вы, с его точки зрения. У многих из ваших мужчин может возникать такое впечатление, что какая-то магическая тяга у него к вам. Как околдовали его своей энергетикой. Очень
мощной, очень яркой, очень красивой энергетикой. Очень многие из вас, девочки, могут быть хорошими профессионалами своего дела или же стремиться к этому, сделать карьеру, стать хорошим профессионалом. Если это так, то он ценит вас это. Но в первую очередь это, конечно, ваша яркая индивидуальность. И вообще, если все это совместить вместе, то это ваша яркая харизма. Он считает, что вы обладаете ярчайшей харизмой, и это, конечно же, большой ваш плюс. Еще какие плюсы он видит, какие мысли о вас у него, что это достоинство ваше. Да, семерка мечей, многие из вас скажут, это же аркан обманщика, манипулятора, но это еще не забывайте аркан дипломата, в зависимости от того, в каком окружении еще выходит этот аркан, рядом с магом. Здесь речь идет о том, что это человек, который умеет свое обаяние, свой интеллект, свою харизму направить на то, чтобы добиться своих целей, определенных результатов. Плюс к этому это аркан дипломата. Вот он вас считает таким человеком, что вы можете, безусловно, быть где-то хитрой, где-то очень гибкой, где-то, возможно, даже изворотливой. Несмотря на то, что вы чистый, открытый человек, тем не менее, вот эта дипломатия, ваш дипломатизм ваш врожденный, он присутствует в очень серьезной такой форме. И самое главное, что это ваше достоинство, безусловно. И здесь выходит этот аркан как больше с позитивной точки зрения, чем с негативной. Это ваше достоинство. А еще ему нравится, что вы обладаете женскими чарами особыми и, безусловно, умеете их использовать. Это тоже ему нравится, находиться под воздействием, под влиянием таких очаровательных женских чар, как у вас. Еще ваше достоинство с его точки зрения. Вы семейный человек. Семейный человек, и на вас можно положиться, вам можно доверять, с вами можно иметь дело. И ну вот вы человек, с которым будет тепло, хорошо, уютно в доме, хорошо, хорошие стабильные отношения, крепкие можно строить и вместе вкладываться в дом, в семью. Вот вы такой человек очень теплой семейной энергетики, даже не энергии. Вы энергии такие излучаете вовне и, по сути, являетесь человеком стабильным, семейным, надежным и теплым, очень теплым. С вами хорошо. И доверять вам, конечно, можно, несмотря на то, что здесь семерка у нас мечей, но она вышла в окружении замечательных, прекрасных арканов. Все это, конечно же, ваше достоинство. То есть он понимает, что именно с такой женщиной желательно строить семью, на таких жениться, с такими детей рожать. И, в общем, делить быт и даже иметь совместное имущество. Вот такие его сейчас, на сегодняшний момент, можно сказать, лучшие мысли о вас и ваших достоинствах. Теперь давайте перейдем к тому, а какие сложные мысли имеет человек о вас. Как он считает, какие, возможно, недостатки у вас есть или что ему не нравится. Иногда ему кажется, что вы ведете себя слишком эмоционально. Считает, что эмоции порой могут вас захлестывать до такой степени, что, несмотря на ваш такой ум очень острый, умение принимать правильные решения, отсекать ненужное, все-таки эмоциям вы подвержены. Ему хотелось бы, чтобы вы не были так сильно эмоциям подвержены. Ему это не всегда нравится. Еще многие из вас, здесь так, ваших мужчин, вернее, могут считать, что вы в каких-то ситуациях в жизни можете быть легкомысленными. Вести себя недостаточно серьезно, представьте себе. Да, легкомысленно к чему-то относиться. К ситуациям, событиям или к людям. Бывает с вами такое. Но считает это недостатком. Возможно, у кого-то из вас есть тяга, допустим, к алкогольным напиткам, да? Бывает и такое. Если, это, конечно, не для всех, это для небольшой части аудитории, но если это есть, он может считать это вашим недостатком. Кто-то из ваших мужчин может считать, что вы любите флиртовать, ему это категорически не нравится. То есть ему вообще не нравится, когда вы флиртуете, показываете вообще внимание, демонстрируете к другим мужчинам и пытаетесь им понравиться. Делаете нечто такое, просто вот флиртуете с мужчинами. Он этого не хочет, ему это категорически не нравится. Ну надо же какой. Еще, что ему в вас не нравится. Он считает, что вы довольно быстро разочаровываетесь в чем-то. Неважно, это к любой сфере жизни можно применить, но вы можете разочароваться, можете развернуться, уйти, оставив все, что было сделано вашими руками.
Вот он этого опасается даже. И это касается в первую очередь ваших отношений. Здесь второй же кубковый аркан выходит. Возможно, были такие ситуации, когда вы чем-то были недовольны, что-то ему высказали, и вот вы расстались, да? Потом вы могли вновь сойтись, потому что по 8 кубков здесь человек как ушел, так он может и вернуться обратно. То есть здесь этот мужчина считает так, что уходя, уходи, если ты уже решила, приняла решение уйти, и ты разочарована, тебе больше это не нужно, то делай это как следует, по-настоящему, да? А получается так, что вы говорите одно и делаете одно, а хотите совершенно другого. Допустим, вы с ним поссорились или там что-то между вами произошло, вы уходите, но вы уходите, а в голове у вас мысль: верни меня, верни, сделай что-нибудь, чтобы меня вернуть. А вот он так не хочет. Он хочет, чтобы вы делали конкретно то, что вы хотите. Если вы решили расстаться, значит, чтобы это было железно. Расстались и все. Если же вы расставаться не хотите, то значит не стоит и демонстрировать. Вот это то, что вы можете демонстрировать. Что вы уходите, а на самом деле вы хотите, чтобы он вас вернул. Понимаете, да, о чем сейчас идет речь? Вот это ему, конечно, не очень-то его устраивает. Еще его тяжелая мысль, что его может не устраивать вас. Вынос мозга. Если вы предъявляете ему претензии, если вы слишком много волнуетесь о чем-то, если вы не уверены в себе, если вы копаетесь в себе и пытаетесь копаться в причинах происходящего между вами, соответственно, в его мыслях, поступках. Это он так считает. Ну, вроде как, не надо заморачиваться. Ты слишком заморачиваешься, слишком много у тебя переживаний, эмоций, возможно, слез, каких-то претензий. В общем, не заморачивайся, это он вам сейчас говорит. Я не люблю, когда ты устраиваешь трагедию. То есть здесь мужчина явно не тот, который любит трагедию. Здесь ему все хочется, чтобы было просто, ясно, прозрачно, безо всяких загогулинок. Ну, такой у нас человек. С одной стороны, вы вроде как и понятны для него в этом плане, вы искренне открытый, вот такой прямой человек. С другой стороны, оказывается, ничего подобного, когда он вас получше узнает, оказывается, у вас столько всяких лабиринтов, закоулочков в вашей душе, и ему вас, конечно, не познать никогда до конца, потому что у вас очень сложный, очень глубокий духовный, эмоциональный мир. Вот он вам говорит: не усложняй. Видите, девушка здесь сидит, плачет, вокруг мечи, ночь, она спать не может, у нее бессонница. Она плачет, может ревновать, может страдать, переживать. Вот это ему категорически не нравится. Ваши слезы не нравятся, если вы плачете и что-то, чем-то недовольны, что-то ему выговариваете. Ну что, дорогой мой, жизнь не сплошной праздник. Но он хотел бы, чтобы жизнь была, наверное, сплошным праздником. Еще, что он считает, что вам нужно в себе изменить? Он считает, что вы эгоистка, девчонки. Считает, что очень часто ведете себя эгоистично и как-то холодно, возможно, отстраненно. С одной стороны, можете проявлять бурные эмоции, даже вынося мозг ему. А с другой стороны, в каких-то ситуациях в жизни вы можете быть подчеркнуто эгоистичной. И так же, как и он, стоять на своей позиции и не уступать. Вот в чем дело. Смотрите, здесь у нас нарисован человек. Мало того, что он один на аркане, и он, безусловно, это аркан эгоиста, самовлюбленного такого товарища. Но именно в этой колоде здесь еще и упрямец. Смотрите, закрытая поза, руки он скрестил, и он смотрит таким очень уверенным, наглым взглядом на нас. А вот он считает, что когда вы наполняетесь такими энергиями и упрямитесь, не хотите уступать и проявляете вот такой какой-то упрямый эгоизм, это ему в вас не нравится. Он считает, что это, конечно же, не ваше достоинство, безусловно. Сам, являясь эгоистом, это ничего страшного. А вот вы нет. Вам лучше другой быть. Изменить такой вариант вашего поведения. Так. Хотел бы он, чтобы вы кардинально что-то в себе изменили. Может быть, есть что-то, что его категорически не устраивает. И он хотел бы, чтобы вы что-то изменили. Вы знаете как? Он считает, что... Я так вам скажу, только для тех, кто трудоголик. Вот если вы трудоголик и постоянно заняты кованием пентаклей, постоянно на первом месте у вас работа, вот это он хотел бы изменить. Если это не так, то тогда эти арканы говорят: ничего особенного у вас такого прям уж нет, что нужно было бы изменить. Он считает, что есть какие-то моменты, над которыми поработать надо, но в общих чертах он, конечно, вас принимает такой, какая вы есть. И менять что-то категорически, глобально он не считает нужным. Единственный пунктик, тот, о котором я вам сказала. Если вы трудоголик, если вы слишком сконцентрированы на карьере, на работе, на ковании пентаклей, возможно, на обучении, еще на чем-то таком,
Вот это, конечно, желательно было бы изменить. А если что-то, что он категорически не хотел бы, чтобы вы в себе изменили, ему это нравится, и пускай так и будет, что вы дьявол. Вот знайте, что ваша энергетика притягательная, горячая, разнообразная. Он считает вас дьяволом. Возможно, он вас так и называет. Я не знаю, какими словами, ведь это слово можно произнести и по-другому, и ему это в вас нравится. Также ему очень нравится ваша сексуальная раскрепощенность, когда вы ведете себя абсолютно либерально в этом плане. Ему нравится, когда вы фантазируете, когда вы удовлетворяете его фантазии. Ему нравится, когда вы горячая, когда вы страстная, когда вы разная, когда вы сумасшедшая, когда вы, наоборот, ласковая, мягкая, спокойная, когда вы что-нибудь там взбрыкнете. С одной стороны, он хочет, чтобы вы делали так, как хотите, да, делать. С другой стороны, ему хочется горячих энергий. Тут у мужчины у самого противоречие такое небольшое, конечно, есть. В общем, ему нравится, когда вы разная, когда вы дьявольски привлекательная. Вы для него реально вот такая. Еще он хочет вам сказать, знаете что, оставайтесь такой, как есть. Если ты хочешь измениться, вот явно здесь по тем арканам, которые вышли напоследок в окончании расклада, он хочет сказать, ты настолько шикарная, ты настолько дьявольски для меня привлекательная, не надо ничего в себе менять. Не нужно стараться для меня стать более благочестивой, более какой-то мудрой, более, возможно, спокойной. Будь такой, какая ты есть. Этот мощный, этот прекрасный, сладкий, вкусный коктейль, который я пью из твоих энергий в этих отношениях, он сводит меня с ума. Пускай все остается так. Вот если вы дьявол, действительно реально считаете, что вы обладаете такой яркой харизмой, энергетикой, вот это больше всего ему нравится. И он не хочет, чтобы вы это в себе меняли. Чтобы вы наслаждались жизнью, хочет, чтобы вы так же, как он, с удовольствием наслаждались всеми удовольствиями, которые есть в этой жизни, всегда оставались такой же яркой, непосредственной. Просто вау, какой привлекательный. У него крышу сносит от вашей энергетики. Но еще и напоследок, конечно, у нас на дне колоды вышел аркан Солнца. Очень искреннее отношение к вам. Очень искреннее, теплое отношение у этого мужчины к вам. Вне зависимости от того, что между вами происходит. Вместе, расстались, все хорошо или все очень плохо. Мы смотрим суть его мыслей о вас и то, что он ценит вас. Ну, в общем, все, что мы могли на сегодняшний момент посмотреть, мы посмотрели. Я надеюсь, полезную, интересную информацию вы для себя получили. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, света, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.